Приветствую всех на канале «Жизнь женщин». Почему многие женщины после 60 лет перестают приглашать гостей к себе домой? Хорошо, когда есть близкие люди, которых всегда приятно видеть, с которыми хочется проводить время. Но то, что в молодости приносило столько удовольствия, на склоне лет может утомлять. И даже дорогие гости и шумные посиделки дома для них становятся настоящим испытанием. Какие же причины вынуждают отказаться от громких застолий? Почему в солидном возрасте мы предпочитаем встречаться на нейтральной территории? Почему даже юбилеи стараемся праздновать в кафе? Всегда ли оправданы те затраты сил и энергии, что уходят на организацию задушевного домашнего чаепития? Или вместо таких посиделок лучше встречаться с близкими на нейтральной территории? Некоторые женщины считают, что не обязательно быть гостеприимной хозяйкой, чтобы оставаться в хороших отношениях со своими знакомыми. Предлагаю послушать размышления женщин за 60 о том, как нежеланный гость портит настроение и энергетику дома, и сколько сил отнимает вынужденное гостеприимство у приветливой хозяйки. Очень хочется узнать ваше мнение на этот счет из комментариев. В 60 лет для меня любой гость стал нежеланным. Я давно предупредила всех родственников и знакомых, что наведываться ко мне домой они могут лишь в исключительных случаях. И то, прежде чем это сделать, следует позвонить и уточнить, удобно ли мне будет их принять. Раньше я постоянно организовывала дружеские посиделки у себя дома. У большинства моих друзей дома постоянно полно народу, а я живу одна, поэтому, когда речь заходила о том, у кого бы собраться, пытливые взоры приятельниц всегда падали на меня. До определенной поры я была не против. Мне даже льстило такое внимание и ощущение собственной значимости. Но с возрастом я все больше начала замечать, как это все вытягивает из меня энергию. После ухода гостей я обычно чувствовала себя очень подавленно. То ли от того, что каждый приносил с собой свои житейские проблемы, то ли от того, что уборка, готовка и походы в магазины за угощением для гостей отнимали слишком много времени и сил. Каждый раз я ощущала острую необходимость хотя бы на неделю закрыться дома, чтобы никого не видеть и не слышать. Альтернатива домашним посиделкам. Отныне я стараюсь встречаться с близкими на нейтральной территории. Мне кажется, куда рациональнее сходить в кафе или прогуляться по парку, чем тратить силы, время и деньги на то, чтобы кому-то услужить. Слава богу, сейчас достаточно мест, где можно прекрасно провести досуг в дружеской компании. Зачем тащить людей к себе домой, когда можно наведаться в театр или филармонию, а после обсудить впечатления от увиденного на вечерней прогулке? Теперь мой дом– это место моего душевного покоя, моя святыня. И отныне никому не позволено вторгаться в него со своими невзгодами. А вот что думает другая женщина. После того, как мне исполнилось 60 лет, я перестала приглашать людей к себе домой. Мало того, что если кто-то все-таки заглянет, то я даже не предложу им попить чай с конфетами. Многие думают, что я не гостеприимная и не люблю людей, но это ошибочное мнение. С приходом зрелого возраста я довольно сильно изменилась, и вот почему. Первое, что повлияло на такое мое поведение, это моя лень. Раньше я получала удовольствие от того, что нужно много и вкусно приготовить. Разные пирожки, салаты и так далее. Приходили гости, мы веселились и общались. Сейчас, как только я представлю, сколько нужно всего сделать, а потом это убрать, у меня волосы дыбом встают. Следующей причиной стала энергетика. В какой-то книге я прочитала, что люди могут приносить плохую энергетику в дом, после которой будешь плохо себя чувствовать. И знаете, после 60 лет я это заметила. Когда ко мне приходят гости, мое душевное состояние только ухудшалось. Я была почти без сил. Я стала спать намного хуже. Много ворочаюсь всю ночь и вообще не сплю. Также
Я уже устала сидеть дома. Каждый день я только и делаю, что сижу дома и не выхожу на улицу. Могу выйти в магазин, но это не то, что мне нужно. Хочется воздухом подышать. Поэтому я стараюсь подруг приглашать не к себе домой, а в парк или в какое-нибудь интересное кафе, где всем будет достаточно уютно. Я хочу отдыха и спокойной жизни, без какой-либо суеты. Поэтому я и полюбила красивые кафешки, в которых мы часто проводим время с подругами. Встречи с ними – это действительно веский повод покинуть стены собственной квартиры. Хочу подвести итог. Я не понимаю, для чего нужно собирать гостей дома, когда в наше время есть столько интересных мест. Я больше не хочу стоять у плиты полдня для того, чтобы посидеть с близкими людьми всего несколько часов. Если вы чувствуете усталость после прихода гостей, то присмотритесь к ним. Возможно, они приносят к вам в дом плохую энергетику. Ее поддержали многие. В молодое время хотелось общаться, гулять, куда-то ехать, спешить. А сейчас просто хочется сидеть дома с чашечкой чая, и чтоб никто тебя не трогал. Если и встречаюсь с подругами, то на нейтральной территории. Если устала, придумала предлог и ушла. А если гости сидят у тебя, то не станешь же их прогонять. Каждый раз, когда дома сидит большая компания, кто-то прольет напиток, кто-то уронит кусок торта. А потому, сколько посиделок, столько раз и приходится делать генеральную уборку. Раньше это воспринималось как обычное дело, сейчас уже в тягость. Готовка тоже надоела. В день своего 60-летия я возилась на кухне до самого вечера. Помню, что перед приходом гостей мне хотелось просто лечь на диван и молча лежать, а не порхать по кухне и принимать поздравления. Да и по деньгам накладно. Когда муж хорошо зарабатывал, на это мы внимания не обращали. Но теперь он на пенсии, а потому и расходы пришлось урезать. На нынешние доходы сильно не пошикуешь. А грязной посуды сколько! Эта часть кухонных забот мне всегда была противна. Думаю, многие женщины считают так же. Но посудомоечную машину я так и не купила. А перемывать гору тарелок после праздника – удовольствие очень сомнительное. Поэтому на юбилей мужа ничего готовить не буду, хоть он и очень просит. Лучше уж потратиться, кафе заказать да погулять нормально. Без всей этой готовки, уборки и ненужной возни. Не те годы уже, заключила женщина. Мне 62 года, и уже лет 10, как я не приглашаю к себе в дом гостей. И за все это время я ни разу не пожалела, что приняла такое решение. Наоборот, немного сожалею, что не сделала этого раньше, говорит другая женщина. Когда была моложе, и мы еще жили вместе с супругом, к нам постоянно приходили друзья. Еще и родственники были любителями навещать нас. То заловка с мужем придут, то свекровь со свекром в выходной к нам на ужин. Я тогда глупая была, старалась, готовила. Хотелось мне всех накормить вкусно. Любила, когда меня хвалили как хозяйку. Муж этим гордился всегда. Конечно, я очень уставала. Наготовить, обслужить всех, потом убрать. Супруг помогал, но не всегда. И редко, когда кто-то приносил продукты или угощения с собой. Все приходили на готовенькое. Некоторые еще и на ночь оставались. Постепенно меня стали раздражать такие сборища у нас дома. Не знаю, может, возраст уже давал о себе знать. Хотелось больше тишины и покоя. Надоело у плиты стоять, надоело всех обслуживать. Стало меньше звать к себе в гости друзей и родственников. Вы думаете, кто-то приглашал нас? Нет, никто не звал на ужины, праздничные посиделки. Так, чтобы мы пришли на все готовое, поели, отдохнули и ушли к себе в чистую квартиру. Знакомые оказались умнее нас, и если какое-то мероприятие, собирали всех в кафе. После развода я и вовсе поняла, что не хочу видеть у себя никого из посторонних, и даже некоторых друзей, которые вспоминают про меня только если что-то надо. Есть самые близкие люди, для которых мои двери всегда открыты.
но они никогда не злоупотребляют гостеприимством, не напрашиваются на застолье и приходят не с пустыми руками. Я поняла, что потратила много времени на эти обслуживания гостей, которые могла бы посвятить себе. Я даже день рождения теперь свой перестала отмечать. Не зову никого ни домой, ни в кафе. И жить стало проще. Кому я важна, те забегут на чашку чая, да поздравят. И что самое смешное, некоторые родственники даже звонить перестали, поздравлять меня. Хотя раньше тут как тут на пороге были. Не зову никого и сама никому не хожу на застолье. А если пообщаться надо, то мне удобнее с приятельницами или неблизкими родственницами в кафе встретиться. И после того, как я перестала звать к себе гостей, часть из этих людей просто отдалились, выпали из моей жизни. Так вот, я еще и узнала, кто есть кто. Конечно, многие любят чувствовать себя гостеприимной хозяйкой и получают удовольствие при виде довольных гостей. Но есть и такие, которые ощущают опустошение на душе после приема гостей. Напишите, как часто ваши друзья пользуются вашим гостеприимством. Чувствуете ли вы радость от организации домашних посиделок? Не забудьте подписаться на мой телеграм-канал. А я благодарю вас за лайки, репосты и отзывы. До новых выпусков. Пока!